Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех рада приветствовать на своем канале. И как всегда, конечно же, в начале своего видео я хочу поблагодарить всех своих подписчиков, которые участвуют активно в моих видео, которые мне пишут комментарии, которые мне ставят лайки. Спасибо вам большое! Конечно же, вы самые лучшие. И вы мне помогаете очень в развитии моего канала. Огромная вам благодарность. Правда, я от души всех благодарю за то, что вы меня поддерживаете. Ну и, конечно же, меня просили рассказать о том, как я привезла свою дочь в Италию. И я хочу начать свой рассказ именно с того момента, когда это произошло. Вернее, когда я готовилась к этому. Вышел закон, вернее, мне сделали контракт на работу, я работала легально. Ну и та женщина-работодатель, где я работаю сейчас, даже по сегодняшний день, с детками, она почему-то стала переживать, что у меня есть маленькая дочь, и вдруг я решу уехать обратно. Потому что на тот момент и по сегодняшний день она во мне нуждается, и она решила мне предложить сделать воссоединение с моей дочерью. Моей дочери на тот момент было 9 лет. Нет, 11 лет было моей дочери, и это было в 2009 году. В 2009 году она мне предлагает сделать прописку. Мне уже была прописка сделана у нее, так как она мой работодатель, она меня как будто пригласила на работу в Италию, и что в контракте именно Nulla Osta назывался тот документ, было именно указано, что я должна была как будто приехать из России. Так и происходило, когда вышел этот закон, когда нам нужно было мне взять эту Nulla Osta, я вернулась в Россию, в посольство ходила итальянское, чтобы довести все бумаги до конца, мне подтвердили там контракт, и я потом как будто бы въехала заново в Италию. Ну и потом, когда пришел момент, она мне предложила: хочешь, я тебе сделаю запрос, и ты заберешь свою дочь сюда. Ну, я говорю, конечно, хочу. Она мне сделала для того, чтобы привезти ребенка в Италию, то есть даже если ребенок должен воссоединиться со своей мамой, здесь правоохранительные органы проверяют обстановку, в какой обстановке должен жить ребенок. Поэтому, хоть я и снимала малюсенькую квартирку для себя, где я ночевала и ходила, ездила к ней на работу, целый день была на работе и на ночь только приезжала к себе домой, но эта квартирка моя никак не соответствовала тем нормам, которые нужны были для того, чтобы привезти ребенка с другой страны, да еще и чтобы она жила там. То есть она была малюсенькая, там была всего лишь одна комнатка, там даже не было окон, и мне бы просто ее там, не подписали бы мне мои бумаги, чтобы ребенок мог находиться там. И она мне предложила также прописать ее у себя на квартире. В этом я, конечно же, ей очень благодарна, своему работодателю. И она прописала мою дочь у себя на квартире, как будто она ей предоставляет комнату. У нее площадь позволяла. И она мне дала вот такую и гарантию, и бумагу, что моей дочери есть там место, и она может жить там. Ну и я с этими документами воссоединения с семьей обратно, значит, в феврале месяце лечу в Москву и опять в посольство, и там подтверждаю все бумаги, все доказательства, и забираю в марте, с Москвы лечу потом к себе в город и забираю свою дочь и приезжаю сюда. Вот ей было на тот момент 11 лет. Не зная ни одного словечка, естественно, она заканчивала 5 класс.
Там, в России, она заканчивала 5 класс на тот момент. Ну, и я здесь, значит, подключила своих знакомых, подруг, которые могли с ней позаниматься, поучить ее. Конечно, я почему-то не думала ее отдавать уже в этом году в школу, потому что, ну, я думаю, март, апрель, май, все, школа закончилась. И тут мне, здесь есть такие социальные организации, где мы, вот, приезжие, ходим делать свои какие-то документы, и они мне говорят: почему ты не отдашь своего ребенка в школу? Ну, я говорю, ну как, уже же почти год закончился, и думаю, подучу язык с ней, помогу ей. Ну, и она мне с такой серьезностью говорит: сеньора, а вы знаете, что вы не имеете права держать ребенка дома? А с кем она будет, когда вы пойдете на работу? Вы на работу ходите? Я говорю, конечно, хожу. Мне просто надо было ходить на работу, иначе как бы я могла выживать с ней в Италии. Она мне говорит, ну а сколько ей лет? 11. А вы знаете, что вы не имеете права ребенка закрывать одного дома, и ребенок обязан ходить в школу. Ребенок просто обязан ходить в школу и учиться. Вы не переживайте, как она будет учиться. Ее научат, ее всему научат, и выучит она язык, и вам нужно срочно ее отдать в школу. И она, правда, все узнала, в каком районе я живу, какая школа ко мне ближе, куда удобнее будет ребенку ходить. И она сама сразу же стала звонить в эти школы, где бы мне было поудобнее. И мы выбрали одну школу, куда она позвонила, и меня пригласили как родителя и поговорить, директор школы, и я пошла. Я испугалась, конечно же, и с другой стороны я и обрадовалась, думаю, ну правда, что я ее буду год терять, она будет, и потом, ну зря время зачем терять. Ну вот, я пошла, и, конечно, они мне говорят, директор мне советует, вы знаете, я бы вам как директор, как специалист посоветовала, конечно же, не отдавать ее сейчас в 5 класс, а отдать ее в 4 класс. Отдать ее в 4 класс, и пусть она эти 2 месяца, что осталось, подучится в 4 классе, ознакомится с языком, научится, как с ним общаться по нему, немного кое-какие важные фразы она узнает за эти 2 месяца. А 5 класс мы ей сделаем вот так, полный, весь год она, значит, пройдет 5 класс. Я говорю, да вы что, там ее одногодки уже были в другой школе по высшей ступени. То есть я, значит, ее сейчас отдам в 4 класс, она пойдет на следующий год в 5 класс, и, значит, она будет уже не на год, а на 2 года старше своих ровесников. Я вначале сказала хорошо, но потом, когда домой пришла, у меня это все пошло, я как начала думаю, да блин, когда же она закончит эту школу, и как же она будет, и потом вдруг неправильно, вдруг я ошибусь, ну и короче. И я взяла ее, на следующий день я опять побежала к директору, я говорю, вы знаете, я буду с ней заниматься и день, и ночь, я не хочу ее отдавать в 4 класс, потому что вот она училась в 5, вот бумаги, хотя это здесь в Италии ничего не дает. Здесь дает просто знание языка и возраст ребенка. Куда по возрасту он подходит, его туда и определяют. Все. Ну вот, и мы решили, в общем, ну, смотрите, ей будет трудно сразу в сентябре уже поступать в другую школу. Здесь до 5 лет, 5 классов учатся школа начальная, потом идет школа средняя, потом идет школа выше, короче говоря. Ну и вот, и мы вот так и сделали. Отдала я ее в 5 же класс, и не ошиблась, конечно же, ее встретили там очень хорошо. Я думала, над ней будут издеваться, потому что итальянские дети, они очень жестокие дети. Я не говорю, что все подряд жестокие и вредные,
Но, сами знаете, подростки, когда начнут, это бывает нечто. Но сначала я и сразу же, конечно же, ее готовила. Она очень такая скромная, очень такая молчунья, можно сказать, тихая. Ну, она не такая, как я, в общем. Вот, и мы пошли, я пошла с ней, я отпрашивалась с работы, хоть и моей, может, было неприятно, но я отпрашивалась с работы и была с ней один день, потом второй день, потом третий день. Прям сидела с ней на уроках и подсказывала, помогала ей, но заранее я ее подготовила. Милашка, смотри, если ты не будешь учиться, если ты не научишься разговаривать, мне не было важно учиться, мне было важно научиться отвечать. Потому что я говорю, если ты не научишься разговаривать быстро и не научишься за себя стоять, тебя они просто вот так съедят, сжуют и выплюнут, говорю. Они беспощадные, они не будут смотреть, ты девочка, ты маленькая, ты какая. Здесь нету здесь этого, старший, младший, девочка, мальчик. Здесь такого нету. Ну и вот так. И она, конечно же, в ней, может, еще и заселился какой-то страх, боязнь. И, ну, мама рядом, мама рядом. И я пошла с ней. Просидела, я же говорю, 2 дня, 3 дня, и на 4-й день опять, когда пришла, нет, на 3-й день, когда мы уходили, учительница ее мне говорит: знаете, я вам хочу сказать, что ваша девочка очень хорошая девочка, она очень воспитанная девочка, и нету необходимости, чтобы вы с ней ходили. Мы ей поможем, мы ее подучим, мы ее научим. И правда, так и получилось. Хоть я и переживала очень страшно, но так и получилось. Я просто благодарю Бога, что именно, не знаю, может, все школы такие идеальные, но я благодарю Бога, что мой ребенок попал именно к этой учительнице и именно в этот класс, что ей как первокласснику вот так нарисовали вот эти азбуки с картинками, с буквами, по слогам. Ну вот как у нас было раньше, когда мы учились первые, и сейчас, наверное, так. Азбука, она всегда азбука. И вот точно так же ее учили. А дома, конечно же, я с ней занималась, и я ей помогала. И она выучила язык, то, что ей надо было. Она выучила его за 2 месяца. Вот поверите, она выучила язык. Пока она закончила этот учебный год в 5 классе, она закрыла все оценки, ей поставили хорошие. Вот, потом она пошла уже в другую школу, мы перешли, ну и там уже в среднюю школу. Мы перешли в среднюю школу, и там уже она училась по-другому. Те же теплые слова я получала из той школы. Мне говорили всегда на собраниях: какая у вас девочка хорошая, какая она у вас воспитанная, какая она у вас способная, она так быстро усваивала. В общем, все было хорошо. Никаких проблем у меня с ней не было во время учебы, пока она вот была маленькая, она бедненькая, я на работу, она сама. Я написала разрешение там в секретарии, что можно ее одну отпускать домой. Ну, там очень близко было, хотя было все равно опасно к дому. И она мне всегда звонила: мам, я дома, мам, я пришла. И все, и я говорю: закрой дверь, никому не открывай, я вечером приеду. Я тогда работала 12 часов в день, и вот так мы жили. Вот так мы жили, и все было, слава Богу, хорошо. Потом она постарше стала учиться, потом она уже решила поступить в университет. Когда закончила старшую школу, мы пошли в универ. В универ пошли иностранных языков. Ну, так как для наших детей здесь, опять же, какие-то специальности просто недоступны, пока ты не получишь гражданство итальянское. Там
ну, я не знаю, ну, много всяких причин, по которым нельзя поступить на все. Но мы решили идти на Иньяс. Иньяс всегда нужен, и языки везде нужны. Но там, я говорю, пока начнешь учиться, и потом мы еще не знали, я останусь здесь, не останусь здесь. Вдруг мы уедем обратно в Россию, и Иньяс, он всегда будет нужен. Ну вот, в университет она поступила, подали документы. И все бесплатно, только выплачивается сам, как оно называется, я уже не могу сразу вспомнить, искретионы. Искретионы – это когда вы записываетесь, госпошлину. Мы заплатили госпошлину, и все, и она учится бесплатно. Хотя итальянские дети учатся платно. Ну, как ей объяснили, что она иммигрантка, и с иммигрантов у них нет никаких оплат. Вот, поэтому нам, можно сказать, повезло, и она учится бесплатно. Она практически уже закончила 3 года, и потом должна идти 2 года на повышение. Сейчас она сдает свои экзамены. Проблем никаких нет. Ну, конечно, итальянские дети, там девочки возмущались, почему у вас деньги не берут, почему вы бесплатно учитесь. Ну, у кого доход превышает выше, там нужной цифры какой-то, то они оплачивают и довольно хорошие суммы. Каждый год хорошие суммы большие платят. Ну, а с нас не взяли ничего, поэтому нам повезло, можно сказать. Вот так вот. Так что на сегодняшний день у нас все хорошо. Слава Богу, благодарю Бога, что у нас все хорошо. И чего и вам желаю. Спасибо вам за внимание. Спасибо за внимание, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока.